Okay, well, it's very nice to be here. Thank you very much for being here. It's very special for me. Мариэлла рада всех видеть. Она говорит, что это особенный день для нее, и она благодарит вас всех за то, что вы пришли сегодня на встречу. We had a wonderful reception in the morning since getting here to Chechov with all the leaders, and we had a beautiful trip to the springs, the water springs, and also a delicious lunch. Thank you very У нас much. с утра была прекрасная встреча с топ-лидерами, нас очень тепло встретили, у нас была экскурсия к источнику, обед, и я очень признательна за это. Большое спасибо организаторам. Yes, and you're welcome to Mexico when you want to come. Мариэлла всех приглашает в Мексику, когда бы вы не захотели приехать. I live in the northern part of Mexico. The city is named Mexicali, Baja California, which is the peninsula border with California, United States. Мариэлла родом из маленького города Мехикали, который находится на севере страны. Это полуостров, и там буквально километр до Калифорнии и Соединенных Штатов, очень близко, это пограничная территория. I started business and marketing, and when I graduated, I got involved with my family business for 20 years. Прежде чем присоединиться к Орифлэйму, у Мариэллы был 20-летний опыт владения собственным бизнесом. Это бизнес их семьи, они продавали машины, а образование у нее маркетинг. I was married, but I was married and I had a baby, and then I got divorced. Она была замужем, родила ребенка, но потом они расстались с мужем. And the responsibility, it was very hard to be responsible for the baby and the work and the family, and it was very stressful. И очень была стрессовая ситуация для нее, потому что ей одной пришлось заниматься и ребенком, и семейным бизнесом. And even though economically I made very good money, I did not have balance in my life. Она хорошо зарабатывала, бизнес приносил доход, но вот этого баланса между семейной жизнью и делом, которым она занимается, у нее не было. So that was when I heard Oriflэйм opportunity, I thought it was, I believed in this system as a way to reach my dream, which to have more time for my family. И когда Мариэлла первый раз услышала о возможностях Орифлэйм, как раз вот то, о чем мы говорили, она сразу поверила в систему, которая позволит ей исполнить ее мечту. Ее мечта на тот момент была просто больше времени проводить с ребенком. Yes, I had no experience in this industry. 20 years, my experience was selling cars. 20 лет она продавала машины, и, естественно, никакого опыта в сетевом маркетинге у нее не было. But I understood this was a people business, and that I like to do very much. Но она понимала, что это бизнес людей, и это именно то, чем ей очень хочется заниматься. So when I studied the success plan, because I was on by myself with no sponsored support. Она была одна, у нее не было поддержки спонсора, поэтому ей пришлось начать с того, что изучить наш план успеха. I understood immediately that it was to be diamond and beyond, to be successful in Oriflэйм. Она поняла, что для того, чтобы быть по-настоящему успешным в Орифлэйм, нужно ориентироваться на бриллиантовый уровень, никак не меньше. Бриллиантовый и выше. So when I started working, I started recruiting, looking for people who wanted to join with me with that vision. Поэтому, когда она начала заниматься рекрутированием, она искала конкретно таких же людей с таким же видением, которые захотят стремиться вместе с ней к бриллиантовому уровню. Of course, I was no diamond, but they trusted me, the people that I invited, and I worked very, very hard in my extra time because I had a full-time job the first year. Люди поверили ей, хотя сама на тот момент не была бриллиантовым директором. Более того, она продолжала вести семейный бизнес, и, в принципе, все, что она делала в Орифлэйм, она делала дополнительное свободное время. For my lack of experience, I substituted it with a lot of passion. И недостаток каких-то знаний, умений ей пришлось компенсировать вот страстным таким подходом к делу. A lot of enthusiasm and hard work. Да, очень много, она много работала, и был большой энтузиазм. Recruit, present, as much as I can.
Рекрутирование, презентации вот в таком режиме ровно столько, сколько она могла вообще вместить. And learn training in the way, but the first year it was more recruiting percent, and then we started evolving into training at the end of the year. Поначалу она занималась в основном рекрутированием и презентациями, а ближе к концу года, когда уже, видимо, появились свои лидеры, она начала проводить тренинги сама. What I really recommend is that you focus in connecting with your leaders. Make a connection with your leaders. Мариэлла советует каждому, кто хочет добиться успеха, вот, сформировать вот эту крепкую связь, но я думаю, в вашей команде с этим не проблема, между лидерами. And focus on helping them reach their dream. И сфокусироваться на том, чтобы помочь каждому члену команды достичь его мечты. Don't focus on your dream, focus on their dream. Да, концентрируйтесь не на своей мечте, а на том, чтобы помогать другим достигать их мечты, тогда собственная мечта реализуется быстрее. Это, кстати, закон действительно. Your dream will happen if their dream comes true. Да, ваша мечта сбудется непременно, как только сбудутся мечты людей, которым вы помогаете. Just have patience and perseverance. Да, главное быть первое терпеливым и второе настойчивым. And no excuses. И никаких оправданий. For me, another thing I would like to share is also to develop talents within your team. Мариэлла говорит о том, что то, на что она обращала внимание, это как развить таланты внутри структуры, талант людей. I have some talents and they have others, and we make synergy together. У меня одни таланты, у людей в моей структуре другие, а вместе мы становимся намного сильнее. And that has also helped us grow as a strong team. Это то, что помогает расти команде, становиться сильнее. Well, I don't know what else to say right now, but I would like to. Maybe you will talk about your dream now. My dream? Okay. Well, my dream is to be independent and have freedom for my daughter before she goes to the university. Я спросила, Мариэлла просто не знала, что еще сказать, я попросила сказать о своей мечте. Она говорит, что хочет стать независимой и, в общем-то, стать примером для дочери, прежде чем та поступит в университет. Дочери 14 лет. Because I missed many years before when she was a little girl. Мариэлла считает, что она пропустила очень много времени, которое было отдано бизнесу, и теперь пытается наверстать упущенное. So I have to recover time soon. That's why I'm running. Вот почему она так стремительно пытается, в общем-то, действительно наверстать это упущенное и дать своему ребенку то, что не додала раньше. Yes, I didn't know that reaching so fast goals was going to have so much recognition. I didn't do it for that. Да, она не думала, что такой быстрый рост будет сопровождаться таким вниманием к ней и, в общем-то, той славой, можно сказать, которая на нее обрушилась. Она, конечно, думала не об этом. I just did the normal thing everybody does, but I just did it maybe more intense. But for me, my suggestion for you is never compare yourself with anybody. Она говорит, что в принципе она делала то же самое, что все вы. Просто, возможно, она делала это немножко быстрее. И самый главный совет, который она хочет дать всем, это никогда не сравнивайте себя с кем бы то ни было. And that is why I'm very honored for this, because this is much more than I expected. Поэтому она очень польщена, в общем, сегодняшней встрече. Она говорит, что это превзошло самые смелые ее ожидания. Вот она даже расчувствовалась в очередной раз. When I started, I always looked. Russia is the example to follow. Когда она начинала свой бизнес в Орифлэйм, она сразу знала, что Россия это как раз вот пример того лидерства, на который стоит равняться. And thank you very much for the example you gave me. И она всех очень благодарит за тот пример, который вы ей показываете, каждая ваша история и ваш сегодняшний прием. So never forget your dream and always fight with your heart and especially with conviction and commitment. Никогда не забывайте о своей мечте и идите к ней, посвящая все свое время. В общем-то, вы должны быть преданы мечте настолько, чтобы ничто не затмевало ее на пути к ней. With faith and also with a lot of passion. Конечно, нужно иметь много веры и вот та самая страсть, дух, который есть у нас в Орифлэйме. Remember, imagine and it's possible. Everything's possible. Да, все возможно. Смотрите, это возможно, это тема нашего года. Yes. Мариэлла, пример, это подтверждает. Система тренингов,
задали? The training? Well, our training system starts with based on the Oriflэйм Academy topics. Система тренинга, в принципе, это то, что мы все знаем, основана на Академии Орифлэйм с самого начала. Which is when I started in Mexicali, we're a small city compared to other big cities in Mexico, and the training in our city was we started like receiving it like almost like a year after I started from Oriflэйм. Мариэлла говорит о том, что их город расположен далеко от центра, и в принципе это не самый большой город среди прочих мексиканских городов. И она сказала, что эта система тренинга, в принципе, до них дошла, то есть они стали ее использовать через год после того, как она стала сниматься в Орифлэйме. So what we did is through experience, working in the field and learning by our mistakes, we started concentrating the most important information somebody should know when they start. Путем проб и ошибок, в общем, на личном опыте, они пришли к выводу, что людей нужно правильно обучить, как стартовать в Орифлэйме. То есть самое главное – это старт. So at first, the first year, I did all the training. Об этом чуть подробнее. Ну, сейчас мы сначала скажем, что хочет. Первый год она сама проводила тренинги, те немногочисленные, которые были. And then when we started having all the Oriflэйм training, we started dividing the topics between all the leaders. А потом они разделили темы между лидерами, и каждый, да, на второй год, каждый, в общем-то, проводил тренинг по своей теме, которую ему. So now all my leaders, the second year, they get involved in the training, and we have once a week basic training of different topics, and then once a week also through the webinar. Получается, на второй год все ее лидеры, которые тогда были в ключевой команде, они подключились к тренингам, и теперь у них такое расписание: один общий тренинг, я предполагаю, что это ВВО раз в неделю, и один вебинар в неделю. And once a catalog, we have like the basic start for all the newcomers, which is like course 1 and course 2, once a catalog. Один раз каталог они проводят шаг 1, шаг 2 для... And start your once a catalog. И один раз каталог о системе ПРО, один тренинг. And the rest of the topics are like recruiting, product, leadership, which we break down every week. Остальные темы, рекрутирование, лидерство и так далее, проводятся каждую неделю. But in Mexico, we still have to learn a lot because training is still not so available, because the budget for people in the corporate office is still very limited. В Мексике еще многому предстоит учиться в этом плане, потому что вот эти возможности обучения для лидеров в Мексике, ну, видимо, по географическим причинам, не так доступны, как у нас. So the responsibilities for us to learn it once and then teach, because Oriflэйm cannot come very often to our cities. Мариэлла считает, что ответственность за обучение лежит на лидере, и это его задача получить информацию, а потом ее чаще обновлять и доводить до людей. Что-нибудь еще говорить о тренингах? Ну вот как главное правильно стартовать. На что они акценты делают? Что вот новичок именно так вот старт хороший, не останавливается. Акценты. Okay. When you get started, first you have to understand how you make money in the success plan. Прежде всего, новичков они обучают тому, как зарабатывать деньги по плану успеха. Second, basic information about the products and the company. Основная информация на втором месте о компании вообще и о нашей продукции. Then the basics of how to make an order, how to have a new associate, the basic. На третье это основные навыки, как приглашать людей в Орифлэйм, как размещать заказ, но это в принципе тоже. The contact list immediately when they sign up.
И список знакомых они получают вот тут же в момент регистрации. Это первое, что они получают от спонсора. With the contact list, there is homework. I mean, they have to show the catalog to build their first order. И новичок вместе с регистрацией на первой неделе получает этот список знакомых, получает домашнее задание, заполнить его и показать каталог максимальному числу людей. And they also, with their contact list, they have to have new people, at least 5 people in the first week to listen to the presentation. И еще их задача привести минимум 5 человек на первую презентацию, опять-таки по людей из этого списка знакомых. Most of my time is helping my people with the presentation, getting them to learn how to do the presentation, which is a training for the first months, very close to me. А сейчас большую часть времени Мариэлла проводит со своими лидерами, она учит их, как проводить эту презентацию, особенно для новичков, потому что вот должен быть большой оборот и частота, от этого много зависит, много новичков приходит, поэтому чтобы лидеры могли быстро и эффективно вот им проводить эти тренинги, совсем необходимо. And I'm close to them until they reach 21. И Мариэлла говорит, что она в принципе сопровождает их до достижения 21%. From there on, they have to do their presentation, but then we have at least one big presentation for catalog where everybody, all the leaders are together, but each leader has to do their own presentations after they're 21. После достижения 21% уровня лидер привлекается к участию в большой презентации в ЭТРИУ, вот, и после этого он уже отправляется в самостоятельное плавание, он сам проводит эти презентации. So that's the basic to start. Вопросы, которые, я думаю, волнуют многих. Вот Мариэлла говорит, презентация метода встречи, презентация встречи. Что это за люди, которых и метод, которым работал? То есть кого приглашал, каким методом? Наташа was asking how do you recruit people and which For me, what has worked is people who are working now. People who have a job. That's who I recruit. Мариэлла говорит, что вот для нее работает метод, она приглашает людей, которые имеют работу на данный момент. People who know me for maybe from school or from my past job. People who I know would be in a similar situation as to have a better lifestyle. Мариэлла говорит, что это в основном люди, которых она так или иначе знала, то есть мы говорим о теплом рынке, но она точно знает, что это люди, которым нужен более высокий уровень жизни, которого они в данный момент не имеют. Either they want to have more time, or they want more money, or they want both. Кому-то из них нужно больше времени для себя, для семьи, как в случае Мариэллы, кому-то нужно больше денег, иногда это совпадает, то есть люди мечтают о том, чтобы было и больше времени, и больше зарабатывать. С такими людьми она работает. So the thing is to find what people want so that you can offer Oriflэйм as a solution. Главное понять, что конкретно нужно человеку, тогда из многообразия наших возможностей ему можно предложить именно то, что ему нужно в данный момент. And then very good follow-up. Вот. И в дальнейшем нужно плотно сопровождать новичка, тогда из него получится хороший лидер. Until they make a decision as to being in the business or starting as a customer, but follow through until they make a decision. Она сопровождает своих новичков до того момента, когда они примут решение, чего же, может быть, все-таки они хотят заниматься бизнесом, строить бизнес так же, как она, либо, может быть, оставаться покупателем, и тогда она просто передает его другому консультанту. When they say no, it's not no forever, it's no for now. Да, но это тоже, что говорили наши спикеры, если вы услышали нет, это значит не нет навсегда, это нет прямо сейчас. So don't take it personally. Да, поэтому не стоит отказа принимать очень лично. Follow through. Да, главное быть настойчивыми и продолжать предлагать людям то, что, возможно, их интересует в данный момент. А Мариэлла не будет против, если мы 5 вопросов сделаем из зала? Вот она готова ответить как бы на 5 вопросов из зала? Yes? Так, у нас есть возможность 5 вопросов. 6. Бриллиантовый директор. 6 вопросов. 6. Бриллиантовый директор. Так, кто руки поднимает, пожалуйста. 6 вопросов из зала. Ваш рабочий день, как вы планируете рабочий день, из чего он состоит? Ну, вообще, ваш один рабочий день.
план? How do you plan just Спасибо. one working day? Would you describe it? I already have some scheduled presentations that are fixed. So my rest of the day is usually for follow-up on appointments. I try to have at least 1 to 2 new appointments every day. And then support my team either with training or either with presentations for them, for their team. And that's how my normal day is usually that. Начинается все с графика тренингов, который закреплен, фиксирован. В оставшееся время Мариэлла старается, чтобы у нее было 1-2 встречи, 1 на 1, плюс старается проводить хотя бы 2 встречи с новичками в течение дня. And then also make sure that all my leaders, if they need anything, I'm always available to help. Кроме того, она постоянный контакт со своими лидерами поддерживает, и если нужна какая-то помощь или они обсуждают там какие-то тренинги, она, конечно, всегда в их распоряжении. Для тех людей, которые хотят стать директором, кроме тренингов по системе Орифлэйм, рекомендуете ли вы тренинги личностного роста, уверенности в себе, там, или еще какие-то дополнительные тренинги? Спасибо. Would you recommend any other training for personal growth or psychological Well, we have a book that after seeing many options, is the one I like the best, and I recommend them to read the book. У них есть одна книга, которую она рекомендует прочитать новичкам. Она появилась методом отбора из много литературы, которую они читали. I have the book too. Как называется? Ну, она сейчас покажет, это книга с ней. Мариэлла, who's the author of this book? He's Mexican. It's for me it's like a resume of everything: psychology, vision. It's from Mexican successful MLM. The only one written by a Mexican, but he's very easy to understand as to having the vision, the understanding of this business, which is very different from other business. Because when I started, I tried to do, of course, things as I was used to working, but it's more of understanding this business through somebody who already has experience. So that's the only thing, but the rest is Oriflэйm. Это единственная, в общем-то, книга с авторским, можно сказать, тренингом, помимо Орифлэйм, которую они используют. Но Мариэлла объяснила, почему она ей нравится. Во-первых, это единственный MLM-эксперт из Мексики, то есть, естественно, он говорит об их рынке. Ей нравится, что он говорит достаточно доступно и понятно. И, кроме того, эта книга такое, получается, резюме из разных, там есть и личностный тренинг, какие-то психологические аспекты, плюс сетевой маркетинг, то есть вот это такая компиляция, я думаю, самая, наверное, краткая из всех книг, я думаю, мы, наверное, даже больше читали, переварили, вот именно этим ей нравится, эту книгу она рекомендует новичкам. Я могу перевести, но я думаю, вряд ли это нам будет полезно, вы ее не найдете. Читайте мексиканский. Спасибо. Да, у него есть сайт, и она обещает, что даст адрес и, в общем-то, все данные. But my thing is keep it simple, don't complicate it. Но Мариэлла считает, что вот ее рецепт, это не нужно ничего усложнять. То есть чем проще, доступнее, simple, тем лучше. But very concise information. Мариэлла, мне очень интересно, при рекрутировании человека это какая-то интрига, или это просто на чай зовете? На что приглашаете на презентацию? На что приглашаете? Вот вопрос какой. Пришла, допустим, чайку попить, либо там тебе нужны деньги. Вот какая интрига? Спасибо большое. For me,
I don't do cold prospecting. Но Мариэлла не занимается холодным рынком, потому что она ориентирована сразу на поиск бизнес-партнера. So I'm still working my list of the people I know and referrals, but I always approach them with, I have a business opportunity that I would like to share with you, and I would need an appointment of 30 minutes for you to give me your opinion. Она до сих пор работает со списком знакомых, который постоянно обновляет, и сразу говорит человеку, что у нее есть конкретное бизнес-предложение, это займет ровно 30 минут, ей просто интересно мнение человека, что он об этом думает. Спасибо. And then for that, that's how I work. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мариэлла, директор офиса. Вы сказали, что вы совмещали основной бизнес и Орифлэйм. Какой график, сколько встреч вы умели проводить, когда у вас основной бизнес? Как вы это совмещаете? Самое главное, на какую фразу вас пригласили и что для вас стало таким существенным, что вы выбрали Орифлэйм? График, который совмещает. The first question about my time, I'm a workaholic. I've always been a workaholic, so I just worked very late, the most I can, Saturdays, Sundays, early morning, lunchtime. I just fit any hour possible. Мариэлла признается, что она трудоголик, поэтому для нее не существовало ни выходных, ни обедов, то есть вот все это время она использовала для развития бизнеса. I knew that with Oriflэйм, if you work harder, you're going to reach your goal faster. That's why I did it. Она верит в то, что в Орифлэйм, если ты работаешь чуть больше, чем требуется, может быть, по плану успеха, ты быстрее достигнешь успеха. So anything that was necessary, I did. Поэтому она делала все, что требовалось в данный момент, ну, я так думаю, невзирая на рабочие часы, графики и все прочее. Спасибо. У нас пятый вопрос. Another question. Because nobody invited me. I went with my mother to listen to a presentation. I was just like, okay, I'm going to go with my mother, but I had no interest absolutely in this. But for me, was reaching my time freedom with this formula. It was faster than what I was working. What I was working, I still didn't need to work at least another 15-20 years to retire. And with this one, I saw I could retire in 4 or 5 years. Мариэлла говорит, что ее никто не приглашал, она просто пришла на какую-то случайную встречу со своей мамой, в общем-то ничего от нее не ждала, но решение она приняла тогда, когда поняла, что чтобы достичь той степени свободы, о которой говорилось в Орифлэйм, ей потребуется еще 20 лет вести вот этот семейный бизнес. В Орифлэйм того же она достигнет гораздо быстрее, поэтому это все ей решила. When I saw 4 or 5 years, this is for me. Когда она поняла, в какой точке успеха она может оказаться через 4-5 лет в Орифлэйм, она решила, что да, это то как раз место, где ей стоит прилагать свои усилия. And where I was working, that was not under my control. With Oriflэйm, yes. И когда она занималась своим бизнесом, она понимала, что ей подвластно, а что нет. В Орифлэйм она считает, что все зависит от нее, все в ее руках, поэтому ее это устраивает. У нас пятый вопрос. Мы вам не очень мешаем? Мне не очень хорошо слышно. Я переведу. People from other nationalities, and how do you work with them? Other nationalities? No, all of them is Mexican. Because Oriflэйm is not in the United States, so we only work inside Mexico still. And Можно translate? Explain.
Вопрос был про то, работает ли Мариэлла с людьми других национальностей. Мариэлла отвечает, что нет, она работает в основном с мексиканцами, потому что, несмотря на близость Соединенных Штатов, у них нет права рекрутировать американцев. То есть они работают исключительно на своей территории со своими людьми. No. There is people who doesn't know the Russian, and I had some problems to explain them because we have a public because all of them is Russian, and I can all move to explain them. Yes, it's hard. What I recommend is you have to find a leader in that minority group and then just focus on one person who can be the leader, and then, but start with the people you know, because you still have so much to do with the people that speak your own language that I wouldn't worry about working with people that are difficult unless you find a leader that can duplicate it with their minority group. Я прошу прощения, мы вам не очень мешаем, нет? Давайте я переведу, мне кажется, это хороший менеджерский ход, он может быть полезен всем. Вопрос был про то, что трудно коммуницировать какие-то вещи. Орифлэйм, тот же план успеха, там людям, которые говорят на другом языке, особенно если это люди, национальное меньшинство в данном месте представляют. Мариэлла дала хороший совет, она считает, что нужно найти одного лидера в этой группе, который должен все понять прекрасно. И дальше этот лидер будет коммуницировать уже сам вглубь. They connect with them, their own people. И еще один вопрос. Мариэлла нам рассказала о том, что у нее всего было приглашено около 30 человек, лидеров, да? Из них 12 стали директорами. Вот прям коротко, кто эти люди, социальный статус, вот как вы их, откуда вы их взяли? Ну, не откуда взяли, а кто они? Where? One of them used to sell cars with me. Один из них продавал с ней машины раньше. Another one used to buy a car from me. Второй покупал машины для их бизнеса. The third one was somebody that her experience was event planning. Третий человек занимался организацией мероприятий профессионально. The fourth one is I have another business, which is a school. So was my business associate from the school. I have an early learning school for little babies, psychology and early learning. Оказывается, вот выясняется, у Мариэллы есть еще один бизнес. Она основала школу раннего развития для детей, и вот один из лидеров был оттуда. I have the fifth one was a lady I learned that I work with her in church. Да, пятым партнером стала женщина, с которой она познакомилась в церкви. The sixth one was a lady that I knew from school. Шестой стала женщина, с которой они сами учились в школе. The seventh one was a friend from somebody who bought me a car again. Another one, a referral from somebody who bought me the car. She was in police work. Следующим был полисмен, которого порекомендовал тот партнер, который покупал машины для ее бизнеса. Улавливаете, да? The eighth one was a friend that was with me in the university. Восьмым стал университетский друг, однокурсник, видимо. The ninth one was a psychologist that I had seen. That was recommended to me for another thing from my school. Девятым стал психолог, полученный по рекомендации, опять-таки, из этой школы раннего развития, то есть это та же сфера. And the other ones were people from commerce, like advertising or public relations that I knew from the car business. They had their own businesses.
Еще один партнер, она знала его тоже по предыдущему семейному бизнесу, он профессиональный маркетолог, пиарщик, то есть вот он этим занимался. From the 12 leaders that I invited, 4 of them did not follow through, but below them I rescued people that they invited from the 12. Четверо из 12, они в принципе не продолжают свой бизнес, но в глубине их структуры у нее есть люди, на которых она опирается. Последняя фраза. Из 12 бизнес-партнеров ключевых, четверо не развивают бизнес, но в глубине структуры, там, ниже уровня, у нее есть люди, которые, в общем-то, бизнес развивают дальше. I focus on people who know how to work. I already tried to do with people who had never worked, and it was very, very hard to get them with the discipline. Мариэлла пыталась работать с людьми, которые, в общем-то, работать не хотят, но она поняла, что люди, у кого проблемы с дисциплиной, с ними работать очень тяжело. Поэтому она работает сейчас только с теми, кто действительно этого хочет. And for example, I have not been able to connect with the young people. I try, but I don't know what happens with the young people. Can you teach me how to recruit? Например, Мариэлла признается, что вот ей не удается найти общий язык с молодежью, никак у нее это не получается, может быть, вы ее научите, но зато у нее в команде есть люди, которые это умеют. Yes. Ну и у нас последний вопрос от хозяйки сегодняшней встречи. Я сегодня Мариэлла рассказывала, что у нее есть клуб, который называется «Диамант», так как они приглашают именно на бриллиантовый уровень. Вот, соответственно, вопрос такой: какие качества она ценит в людях, да, в лидерах, какие качества она культивирует в своих лидерах? Вот дисциплина понятно, что еще? Cultivate leadership and commitment as to taking it very seriously, and they like to be with people, because it's very hard for somebody who does not like to be with anybody to do this business. They have to like to be with people. They have to commit a certain time. They have to commit to the training, and they have to what other thing would it be? The training, the time, have a strong point. Okay. Она говорит о том, что, во-первых, это должны быть серьезные люди, люди, проверенные временем, то есть то, насколько они серьезны в своих делах, насколько они обучаемые и склонны вообще вот к проведению тренингов и, соответственно, к участию в них. И люди, которые очень любят общаться, потому что есть люди, которые по складу своему не такие коммуникабельные, но считают, что как бы этим людям лучше с ними не иметь дела, с ними сложно строить будущее. And they have to want to be better. I cannot make them better. Мариэлла считает, что главное, чтобы человек сам хотел стать лучше, потому что заставить его невозможно, и, в общем-то, такой цели перед собой она не ставит. I lost a lot of time. I should have grown faster, but I lost a lot of time trying to get people to do it who I thought they needed it, and I wanted to help them, but they didn't want it, so don't lose time with those people. Мариэлла считает, что нельзя терять время на людей, которые, например, не хотят или не могут расти, потому что ее рост был бы еще более стремительным, если бы она потратила столько сил на помощь людям, которые, в принципе, в этой помощи не нуждались. Yes. You cannot push anybody. This business is not to push anybody. This business is to show the persons how to do it, but they have to want it as much as you. Это не тот бизнес, в котором, в общем-то, давлением можно достичь каких-то результатов. Вы только показываете, что возможно, но человек сам должен быть мотивирован делать это, вы его никак не заставите. Еще один вопрос? Еще последний, да? Скажите, пожалуйста, Мариэлла, вы говорили о том, что сопровождаете человека до того, что он поймет, что ему нужно. Да? То есть либо там станет покупателем, либо все происходит. Как это сопровождение? You mentioned that you follow up on the people until they make a decision. So what do you mean? With follow-up, it depends on what they told me, no?
Some persons, they say, I'm going to think about, and I ask, think about what? You know? And then they say, well, about using the products, maybe I get some samples, or I give, you know, a little gift of some little hand cream, and then that follow-up is maybe each catalog, no? But when they're interested in the business, I follow up at least once or every 10 days or every week until they allow me to make a decision. When they are interested in the business, it's closer the follow-up. When they're into the products, it's once times a catalog. No? Если человек все-таки близок к тому, чтобы заниматься бизнесом, в принципе, Мариэлла его сопровождает, ну, там какие-то встречи или звонки где-то раз в неделю или в 10 дней. В дальнейшем, если этот человек действительно как-то подключается к бизнесу или проявляет больше интерес, достаточно сопровождать его, там, как-то общаться раз в каталог. Этого достаточно. Но если речь идет о человеке, который просто покупает продукцию, не знает, чего он хочет, то, соответственно, это там могут быть звонки до какого-то, главное подвести его к решению, да, то есть чтобы он понимал, что да, спасибо, мне это интересна продукция, и тогда сценарий другой, он переходит к другому консультанту. Нет, спасибо, мне это не интересно вообще, значит, это другой сценарий. И третий сценарий, если он говорит, да, знаете, наверное, это интересно, тогда она как бы уже подводит его к следующему этапу, чтобы понимать, что с ним делать раньше, как бы, куда его определить, по какому сценарию дальше пойдет взаимодействие. I do at least five follow-ups at least for somebody who's interested in the business. After the 5th follow-up, if they're still not decided, then I start to space it maybe once a month. I remember them. How are you? Because things change and people change. Если человек проявляет какую-то заинтересованность в бизнесе, Мариэлла говорит, что она 5 контактов с ним поддерживает, да, напоминает о себе, там, разговаривает и так далее. Но если эффекта все равно никакого нету, она может оставить его там где-то на месяц и через месяц вернуться к этому человеку, потому что она говорит, люди меняются, обстоятельства меняются, и, в общем-то, все может происходить заново. I learned this from selling cars. И она научилась этому, продавая машины. Это работает. Сейчас какой результат? In the 100 in Mexico, in top 100 Mexico, I'm number 7, and in Latin America, 11. Мариэлла 7-я в мексиканском рейтинге, 11-я в латиноамериканском. Это последний вопрос. Как реагируют те, которых она сейчас быстро обогнала? Они зашевелились. I think people respect me because they know I'm growing, because I'm working very hard. Мариэлла считает, что, скорее всего, люди ее уважают, потому что ее рост – это как бы дело ее рук, и все знают, что она работает ради этого результата очень много. So I try to, for me, the rating in the top is not important. Для нее лично рейтинг не играет никакой роли. So I try to just be friendly with everybody because for example, for me, is just reaching my time goal for my daughter. That's the only thing that matters. Да, ей важна только ее собственная цель, которую она поставила перед собой, вот то самое свободное время, которое она может дать дочери, а все остальное, в общем-то, и рейтинги в том числе. So I have a marathon for 2 more years. I have to run faster in 2 Да, minutes. и ее личный марафон вот года на 3 еще растянется. Такого интенсивного. To reach president in 2 years. Да, она собирается в течение 2 лет закрыть звание президента.